Всем привет! Лодочный мотор Yamaha 25 2021 года. Сделано в Японии, собрано в Уссурийске. Это я вам назвал не год ее рождения, а год ее сборки. На самом деле год рождения у этого двигателя 1995. Мы это видим на шильдике. И мы это можем увидеть также на свечных проводах. 1995 год. Хотя по внешнему виду и не скажешь. Мотор после полной переборки и после полной покраски. Владелец этого лодочного мотора проживает в городе Сургут. Когда мы продавали свой лодочный мотор Tohatsu 30 на канале, он с нами связался и хотел его приобрести, но, к сожалению, опоздал. Он рассказал, что у него есть Yamaha 25 на длинной ноге. И мы спросили, а зачем вам покупать Tohatsu 30, если мы можем взять вашу Yamaha 25, увеличить мощность до 30 лошадиных сил и укоротить ногу. В принципе, на этом мы договорились. Владелец сказал, что он приобрел этот двигатель во Владивостоке в 2011 году за 45 тысяч. Отходил на нем всего пару сезонов, и большую часть времени мотор просто был на хранении и не эксплуатировался. Владелец никак не обслуживал этот мотор. Даже масло в редукторе, когда мы его начали проверять, оно было черное, отработанное, скорее всего залито на заводе Yamaha и ни разу не менялось. Компрессия у мотора по 9 кг. Мы перед разборкой компрессию померили, разобрали двигатель, увидели, что все подшипники и поршни в очень хорошем состоянии. Подшипники не шумят, поршни без задиров, цилиндры тоже в очень хорошем состоянии. Мы заменили только сальники коленвала и все прокладки. Увеличили мощность, расточили карбюратор, как мы это делаем, там отогнули клапаны и отфрезеровали головку блока цилиндров. Получилась мощность 30 лошадиных сил. Настроили угол опережения зажигания. Как увеличить мощность из 25 в 30 мы уже показывали в отдельном нашем видео. Блок цилиндров был уже покрашен кем-то, видимо, подготавливали к продаже. Краска отваливалась, поэтому пришлось блок полностью разобрать и отпескоструить, подготовить к последующей покраске. В редукторе состояние было очень хорошее, мы его разобрали, продефектовали. Нужно было только заменить пару подшипников. Не удалось, к сожалению, спасти пластину основания помпы, потому что она треснула при разборке, так как была сильно закисшая, как и весь редуктор. Пришлось его хорошо нагреть, чтобы разобрать. И, в принципе, как и все остальное в этом моторе. Все было закисшее. Но ничего страшного, пластину основания помпы мы заменили. Стоит она не очень дорого. Заменили также все сальники и все резиновые колечки. Также мы заменили подушки, которые часто на этих лодочных моторах, именно Yamaha 2530, ломаются. Если откручивать вот эти гайки, под ними алюминиевые резьбы, и они очень легко срываются, особенно если будет закисшая. Также заменена была подушка под поддоном. Вот эта гайка, там подушка. Если сделать вот так, поддон не двигается. Но если он будет гулять, значит эта подушка разбита. Это, к сожалению, такое слабое место этих лодочных моторов. Если его перебирать, приходится заказывать новые подушки. Но это все доступно, все это есть, как японская оригинальная, так и аналоги Тайвань. В принципе, очень даже хорошего качества. Можно сэкономить и приобрести запчасти Тайвань. По секрету скажу, что все запчасти на этот мотор мы приобретали только тайваньские. Качество при этом не страдает, все будет работать прекрасно. Мы даем гарантию на эти запчасти, потому что проверяем перед установкой. И это существенно сокращает итоговый бюджет. Были заменены втулки вертикальные и горизонтальные. Мотор вообще не проворачивался из стороны в сторону. Нагревали эту часть, втулки плавились, потом либо изготавливаем новые втулки, либо заказываем, если
труба осталась целая и не повреждена коррозией. То же самое и наружный диаметр втулки. Полностью все механизмы были разобраны, отпескоструены. Полностью мотор был разобран до болтика. Все вылизано, все резьбы прогнали, все полностью смазали до последней гаечки. Ремкомплект топливного насоса был приобретен, потому что разобрали топливный насос и увидели там грязь и изношенные прокладки. Если мы уберем этот шильдик, на котором написан год выпуска, и сотрем цифры со свечных проводов, то мы уже никогда точно не узнаем, какого именно года выпуска этот мотор. Его можно продавать как 2010, как 2020, любого. Неопытный человек никогда это не определит. Выдают, конечно, некоторые детали, а именно механизм вот этот газа, который на более поздних моторах пластмассовый, здесь он алюминиевый. Кулачок здесь толкает дроссельную заслонку, колесико газа катается по этому кулачку. На более свежих моторах отсюда идет тяга на карбюратор. Но опять же, тот, кто не знает этих всех нюансов, никогда не поймет, какого года выпуска этот мотор. То, что мотор 95-го года выпуска, это ни о чем не говорит. Главное не год выпуска, а главное его состояние. Можно приобрести мотор намного более свежий, при этом намного более убитый. На этот мотор есть абсолютно все запчасти для ремонта. Он ремонтируется, и конструкция не менялась с конца 80-х годов. До сих пор эта же модель сейчас продается в магазине Yamaha 2530. Какие-то изменения по мелочи у них есть, но в целом это один и тот же мотор. Была укорочена нога, отрезана средняя часть. На вертикальном валу мы нарезали новые шлицы, укоротили трубку охлаждения и укоротили тягу переключения передач. Итоговый бюджет всего этого ремонта: полная разборка до последнего болтика, очистка всех деталей, укорачивание ноги, увеличение мощности до 30 лошадиных сил и сборка. Все в сумме вместе с работой и запчастями 65 тысяч рублей. Колпак на покраску мы отдавали профессиональному автомаляру, потому что у нас совершенно нет времени заниматься подобными работами. Особенно очень много времени уходит на удаление старых наклеек. И только за колпак автомаляр взял 5000 рублей. Это с нашей краской. Если бы еще пришлось капиталить двигатель, капиталить редуктор, все вместе или по отдельности, в любом случае сумма в итоге была бы уже совсем другая. Мы уже делали подобные проекты: полная капиталка двигателя, капиталка редуктора и полная покраска. По-моему, это была Yamaha 30A, и мы выкладывали ее на канал. Там итоговая сумма была около 110 тысяч. И уже можно задуматься, а есть ли вообще смысл заниматься подобными работами, либо можно просто купить бэушный мотор за эти деньги, или доложить какую-то сумму и купить уже новый мотор. Но владельцу очень повезло. Состояние мотора было очень хорошее. А могло быть и хуже. Вот наглядный пример. Такая же Yamaha 30 с водометной насадкой. Мы ее получили именно для того, чтобы установить водомет. Мотор пришел без редуктора. Водомет был в коробке, мы его установили, запустили двигатель и услышали, что мотор шумит и стучит. В принципе, нам без разницы. Свою работу мы уже сделали, водомет поставили. Мы сказали, что мотор у вас шумит, давайте принимать решение. Владелец попросил разобрать. Вот что мы обнаружили. Шумел нижний подшипник. Но он не только шумит, он болтается в своем посадочном месте. Без всяких усилий он снимается и элементарно меняется. И также обратно его можно легко установить. Мы попытались заменить этот подшипник. Новый подшипник также легко сюда устанавливается. Поэтому необходимо полностью менять щеку коленвала. Кроме замены этой щеки, необходимо также
менять и шатунные комплекты. Вот такие следы на нижней головке шатуна и на верхней головке шатуна раковины от коррозии. То же самое и со вторым шатуном. Мы будем его полностью менять вместе с пальцем и подшипником. Но и это еще не все. Вот поршень с этого мотора. С одной стороны весь в задирах. Задиры прям очень ощутимые. И такие же задиры были в гильзе. Но второй цилиндр не пострадал. Второй цилиндр в очень хорошем состоянии. Поэтому мы заказали гильзу, заказали стандартный поршень и отдали блок на перегильзовку. Было принято решение перегильзовать, потому что второй цилиндр не пострадал. Поршень стучал юбкой, а подшипник шумел. Такая вот ситуация приключилась с этим мотором. Покраска лодочного мотора — это очень трудоемкий процесс. Нужно его разобрать, почистить, подготовить, покрасить. А подготовка занимает намного больше времени, чем сама покраска. Но кроме этого, при разборке ломаются болты, ломаются какие-то детали. Необходимо менять прокладки, сальники, если они в плохом состоянии. И когда мы озвучиваем примерную стоимость покраски, поступает встречный вопрос: а вы можете мне его покрасить полностью в сборе, без разборки? Мы в таких случаях отказываем, потому что вы можете и сами приобрести баллончик краски и самостоятельно облить его снаружи краской, потому что он все равно у вас облезет, и в этом не будет никакого смысла. Ну а для продажи то, что вы покрасите, этого вам хватит. Чтобы отпескоструить блок цилиндров, его нужно полностью разобрать, потому что попадет внутрь песок. Я думаю, понятно, что случится, если завести мотор с песком. То же самое касается и редуктора. Мы пытались пескоструить редуктор в сборе, но все равно через сальники или через какие-то другие места песок находит, как попасть внутрь редуктора. Поэтому мы всегда разбираем редуктор, разбираем двигатель, а при разборке мы находим какие-то проблемы, дефекты, и это удорожает итоговую стоимость. Если, конечно, эти дефекты присутствуют, потому что мы никогда ничего не навязываем, а только информируем клиенту о том, что здесь есть какая-то проблема, решайте сами. Мы установили кнопочку с чекой безопасности, потому что в 90-е годы здесь ставили обычные кнопки без чеки. Заменили термостат, он был заклинивший в открытом положении. Если вы отдавали свой лодочный мотор на покраску в мастерскую, интересно, сколько стоила эта покраска и какая была итоговая стоимость. Давайте каждый напишет в комментариях,
сколько стоит покраска лодочного мотора в каждом регионе. Также, если вы являетесь мастером, ремонтируете и красите лодочные моторы, напишите, сколько вы берете за это денег. Вы можете даже себе сделать рекламу. Это будет абсолютно бесплатно. Пускай люди к вам обращаются. Также оставляйте свое мнение, сколько, по вашему мнению, должна стоить работа по покраске лодочного мотора. На этом все. Всем пока.